Здравствуйте, дорогие друзья! Моя дочка в понедельник уезжает на море и попросила сделать что-нибудь ей с футболками, которые уже, в общем-то, она носила, они ей надоели. Мама, сделай что-нибудь новое из моего старого. Для начала нам нужно наметить середину нашей проймы. Складываем пополам, растягиваем, и вот получается наша серединка. Ну а дальше все просто. Значит, мы должны наметить верхнюю линию. Очень удобно брать мыло. Мыло потом отстирывается и не остается никакого следа, а мел он крошится. А дальше я вырезала вот такой вот шаблон. Как сделать такой шаблон, я вам покажу в конце видео. Делаем вот что. Вот смотрите, я разметила 5 таких у меня будет участков, где я буду прошивать. Вот я сделала такой шаблон. И теперь я его прикалываю. Видите, иголочками я подметила место, где будет располагаться наш шаблон. Вот, где я буду шить. Между участками по 1 сантиметру. Вот так. Между иголочками. И чтобы мне было проще и не изобретать велосипед, я просто вот так вот прикалываю наш шаблон иголочкой. И сейчас буду шить. Ну и вот смотрите. Шить мы начинаем вот отсюда. Вот наш первый стежок мы наметили. Вот наш первый стежок. Захожу иголкой. Можно прикрепить, если хотите, даже более... Наш шаблон можно прикрепить было бы и прищепками. Ну, давайте так попробуем. Вот так. Вот я наметила свои стежки, которые по внешней стороне идут. Такой уже большой точности здесь не нужно, потому что, ну, в принципе, вы увидите почему. Нитка не должна переплетаться. Опускаемся. Теперь вот сюда. Если вам удобнее будет, можно шаблон не обшивать вот так по кругу, а просто его обрисовать. Но я подумала, что мне будет легче, наверное, вот так.
Ну и вот смотрите, какой у нас с вами узор должен получиться. Дальше мы делаем ну и вот здесь мы следующий наш шаблон. Дальше можно делать и без ну и вот смотрите, что у нас в итоге должно получиться. Оно как будто бы страшно, трудно и так далее. Но в принципе после того, как вы сделаете одну-две штуки, дальше пойдет легко, без всяких шаблонов даже. Ну и теперь давайте будем смотреть, что получается в итоге. Так, здесь я на всякий случай завяжу небольшой узелочек. Не нужно, как оно, знаете, эффектно тянут за одну нитку. Давайте будем постепенно подтягивать. Ну и вот, что в итоге у нас с вами должно получиться. Осталось заделать концы ниточек. Видите, за один раз даже не получилось у меня вытащить.
Но это не страшно. Вот здесь можно разрезать, завязать узелочки. Ну и вот что у нас с вами в итоге получилось. Подбирать надо ниточку, конечно, в тон. И более тщательно расчерчивать. Или расчерчивать точкой проставлять, или более тщательно прикладывать шаблон. Ну а сейчас я вам покажу, как сделать шаблон. Смотрите, как я делала шаблон. Нужно взять тетрадку в клеточку. Так легче будет. Шаблон на 4 сантиметра. 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Вот. 4 на 4. Тут самое главное запомнить ход нитки. Смотрите, ниточка идет сверху, уходит под низ, выходит опять сверху, уходит под низ, сверху, ушла под низ, вышла, идет сюда, ушла под низ, вышла. Сверху идет, ушла под низ нитка. Вот здесь она выходит. То есть мы идем вот так. Здесь ниточка ушла под низ, здесь выходит. Идем сюда. Под низ ушла, опять видимая часть. Видимая часть. Это я рисую видимые части ниточки. И вот мы сюда выходим. Видимая часть. И заходим. Вот наша следующая пошла уже. Следующий шаблон. Вот это расстояние можете делать произвольно. У меня это расстояние сантиметр, то есть по полсантиметра здесь. Но можно сделать также и 2 сантиметра. То есть здесь видимая часть будет, здесь невидимая. И дальше пошел следующий шаблон. Теперь, что нужно сделать дальше? Этот шаблон мы вырезаем на бумажке, который... Вот, и идем по ходу. Как у нас нитка идет, так мы с вами идем ножницами. Ну и чтобы у нас здесь шпаргалка осталась снизу, мы можем сделать вот так, смотрите. Немножко здесь оставить, этот кусочек нам не нужен. То есть в итоге у нас с вами должно получиться вот такая вот штука. Теперь мы берем любую картонку. Переводим шаблон на картонку и отмечаем места, где наша нитка будет видна. Это отмечаем на вот этом шаблоне, на картонном. Так будет удобнее. Вы же видели, очень удобно. Так, пропускаем сантиметр. Здесь, сюда. Ну и здесь у нас будет выход опять вот сюда. И когда вы прикладываете этот шаблон, вы просто все время помните о направлении. Иду сюда, 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 сюда и вот сюда. И получается у нас своего рода такая вот как...
Вот такая вот фигура. В итоге получается то, что получилось. На этом, друзья мои, желаю вам всем успехов. Рукодельте с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.